Нынешний фильм о Хеллбое уже не первый перенос героя вне комиксов. Ранее выходили художественные и анимационные фильмы, а также и игры. Причем первая игра о дьявольском парне появилась еще до экранизации Гильермо Дель Торо. Называлась она Hellboy Dogs of the Night и была выпущена в декабре 2000 года. И после релиза этой игры оценки у нее были крайне низкие. Игра позиционировалась как экшен, однако она балансирует между адвенчурой в стиле классических Resident Evil и неуклюжим экшеном от третьего лица. Сами посудите. Игра про чертенка с огромной рукой имеет фиксированную камеру, есть постоянный поиск предметов, решение загадок и постоянно недостающих патронов для оружия. При стычке с врагами камера перемещается за спину персонажа и предлагает в таком режиме сразить супостатов. Правда, иногда это не происходит, и по какому принципу камера остается фиксированной во время боя, не ясно. Ругали игру и за отсталую графику. Посмотрите сами. Низкополигональные модели, анимации как в первом Resident Evil, слабое наполнение локаций и очень странные отдельные эффекты. Да и со звуком здесь не все в порядке. Музыки мало, она нормально не зациклена, и ее включение по ситуации работает не всегда корректно. А теперь подумайте о такой хронологии. 1999 год. В Японии выходит Sony PlayStation 2. 2000 год. Выходят игры Deus Ex, Resident Evil Code Veronica, а также появляется игра Hellboy Dogs of the Night. 2001 год. Появляются консоли GameCube и Xbox. Выпущены игры Halo, Max Payne и Silent Hill 2. 2003 год. Игра Hellboy Dogs of the Night, сменив название, выходит на PlayStation 1. Потому что почему бы и нет. Порт на PlayStation 1 был изготовлен силами студии Hoplite Research и имел подзаголовок Asylum Seeker. В остальном это та же самая игра, даже меню у нее не изменилось. Соответственно, проблемы геймплея также все на месте. Загадки скучны, порой нелогичны. Исследование локаций чаще всего сводится к поиску условного ключа от запертой двери, которая находится в соседней от этой двери комнате, или нахождению нужного рубильника далее по коридору. Невидимые препятствия, которые ограждают вас от пропуска нужного скрипта, здесь тоже обычное дело. Например, здесь. Темно, но при свете зажигалки видно, что ничего на самом деле не мешает. Однако я натыкаюсь на нечто, что меня убивает при попытке пройти. Зажигаем факел и видим, что там ничего нет, и можно спокойно идти дальше. И наконец, боевая механика. Вся она представлена одной кнопкой удара рукой без каких-либо комбинаций. Нажимаете один раз, Хелл бьет своей хиленькой левой рукой. Зажимаете кнопку удара, он пару раз бьет своим обычным методом, а на третий раз размахивается и наносит удар справа. И повторяет эту комбинацию, пока кнопка зажата. Правда, нужно соблюсти одно условие. Первые два удара должны быть нанесены по врагу, тогда третий, сокрушительный, будет все-таки рукой-молотом. И это вся рукопашная боевка игры. Есть еще огнестрельное оружие, но, во-первых, для него всегда крайне мало патронов. Во-вторых, вся стрельба представляет из себя прицеливание и выстрел, как в классических Resident Evil, с поправкой на то, что здесь есть весьма навязчивое автонаведение, которое исправляет ситуацию с ужасной до просто плохой. Вкупе с крайне проработанным искусственным интеллектом, бои представляют из себя зажатие кнопки удара и ожидание в течение 15-30 секунд. Словами не передать, как это захватывающе. Вот это вот все, это то, что из себя представляет первая игра по Hellboy. Теперь же о технической составляющей игры под платформы ПК и PlayStation 1. ПК-версия, на удивление, абсолютно без проблем запускается на современных операционных системах Windows. К тому же игра поддерживает широкоформатное соотношение сторон и высокие разрешения, по крайней мере вплоть до 1080p. Управляется игра, правда, только с клавиатуры. Порт Hellboy на PlayStation 1 можно похвалить за относительно высокое разрешение текстур и относительно высокое разрешение рендера. Кажется, удалось зафиксировать разрешение 512 на 240. Правда, с учетом, что картинка по части наполнения не выдающаяся, а самая обычная для консоли, все еще иногда попадались сцены, заставляющие консоль выдавать менее 30 кадров в секунду. В такой ситуации частота кадров фиксируется на уровне 20, и игра более-менее их поддерживает.
что ж, какую версию использовать в наши дни? У PlayStation порта нет никаких преимуществ, кроме управления геймпадом. А Windows-версия на современных операционных системах просто работает без каких-либо проблем, поэтому выбор за последний. Другой вопрос, зачем в нее играть? Hellboy Dogs of the Night плоха во всем от начала до конца. Она не была нужна в свое время, так же и сейчас, поэтому я скажу, что на эту игру не стоит тратить свое время.